Здравствуйте, мои уважаемые зрители! У нас прогноз для знака зодиака Водолей на третью декаду декабря. Давайте посмотрим, что вас ожидает, представители знака зодиака Водолей, в период с 21 по 31 декабря. Прогноз на как вы проведете Новый год у меня будет отдельно. Водолеи, третья декада декабря. В конце расклада у нас будет маятник. Если у вас есть какая-то заветная мечта, желание, давайте посмотрим, исполнится она в этих 10 дней или нет. Хорошо, что у вас будет происходить в начале этих 10 дней? Ваш настрой, ваши ожидания. Что вас ждет в личных отношениях? Первая карта у кого они есть. Отношения, брак. Вторая для тех, кто в поиске любви. Работа, карьера, бизнес, у кого есть занятость. Что у вас? Для тех, кто ищет работу, какие у вас перспективы? Финансы. Что вас ждет в конце этих 10 дней, то есть практически в Новый год? Совет, предупреждение от Таро. Так, и давайте посмотрим еще, что нам скажет Ленорман. Сюрприз, неожиданность. Водолеев, третья декада декабря. Или на чем-то Ленорман хочет сделать вам акцент. Тут у женщин может быть переживание или беспокойство по поводу какой-то проблемы. То есть вы то ли вопрос какой-то решить не можете, или может быть проблемы связаны с работой, или с достижением какой-то вашей цели. Но это может касаться и отношений. Вот я сразу, когда раскладывала, обратила внимание на рыцаря мечей. Да, это ваша карта. Эта карта для мужчин может показывать завоевание какой-то дамы, а вот для женщин карта может показывать отбиваться. А у вас и звезда, и туз пентаклей. Тут может быть очень хорошая возможность начала крепких, долговечных отношений. И по звезде, и по тузу пентаклей. Потому что карты для женщин — это сюрприз, неожиданность или акцент. Кому-то карта говорит, что вы полностью закрыты, вот оградили себя этой блокадой, абонент недоступен. Может быть, конечно, у вас процесс одиночества затянулся. Я вот здесь еще одну хочу карту. Ну, башня, да, но это вообще, это полное ограничение, это изоляция и отчуждение. Да, вот для кого-то еще здесь могут быть проблемы со здоровьем, а у кого-то большие проблемы с какой-то поездкой или переездом. Это может быть и по работе. У кого-то здесь могут быть отношения через удаленку, да, через интернет, и между вами стоят вот эти преграды в виде этого карантина. Потому что здесь рыцари, может быть, кто-то, у женщин, мужчина уехал куда-то на заработки, не может никак вернуться. Или вы не можете к нему съездить. Но это как вариант. А если вы так закрылись от личной жизни, то вот карты вам сказали, что вы можете вот в эти 10 дней обрести счастье. Хорошо, в начале 10 дней тут у кого-то исполнение мечты, у кого-то карта надежды. Ведь у нас звезда всегда приходит после башни. Вот после этой башни, когда произошли в жизни какие-то разрушения. Это может быть потеря работы, закончились отношения. У кого-то может быть переезд, смена места жительства. То есть звезда всегда символизирует, что жизнь налаживается, вы движетесь в верном направлении. Если были проблемы со здоровьем, то карта говорит, что это восстановление и исцеление.
Если вы сейчас ставите себе какую-то цель, к которой идете, да, карта говорит, не сворачивайте с пути, скорее всего, проблем в движении к вашей мечте не будет. То есть любые трудности будут разрешаться легко, и у вас есть возможность воплотить в жизнь даже самые несбыточные мечты. Чего это касается вашей личной жизни, вашей работы, может быть, каких-то ваших планов. Еще кто у нас звезда? Это человек, который демонстрирует себя публике. Вот для тех, кто в поиске работы, здесь еще мир ложится. Может быть, кто-то, кто долго искал работу, это вообще было очень много проблем, ну, не предложений, да, или все, что предлагает, вам не нравится, здесь, может быть, кто-то начнет вести свой канал, показывать себя, не знаю, может быть, будете выступать, петь, может быть, вы хорошо готовите. Ну вот показывать то, чем вы владеете, какими-то своими талантами, дарованиями. Для тех, кто работает, здесь может быть какое-то предложение новое по работе. Может быть, присоединиться к какому-то проекту, или вы, наоборот, начинаете что-то и будете кого-то еще приглашать к себе. Потому что вот туз пентаклей дает какой-то очень хороший шанс больших материальных возможностей. Может быть, у кого-то исполнится желание, например, наконец-то вы обретете свое жилье. Это может быть покупка или подарок от кого-то, вот помощь. То есть кто-то вам даст, например, родители на первый взнос. Вот для тех, кто в отношениях в браке, ну, здесь, конечно, любовь. Тут, а если вы в отношениях, здесь признание в любви, предложение руки и сердца, приятная поездка, может быть, вместе. Может быть, кто-то из водолеев, кто в браке, может быть, вы куда-то на Новый год поедете. Это может быть поездка к морю, а может быть, к каким-то людям, которых вы любите. Ну, там, к родителям, к детям. Также здесь какие-то приятные новости. Вот звезда и рыцарь кубков. Может быть, у кого-то исполнение желаний, связанного, например, с беременностью. Тут, если у женщины были проблемы со здоровьем, башня может показывать, что вам нужно будет лечь в больницу, например. И в совет предупреждения ложится туз пентаклей, а это семя. Может быть, вам нужно будет провести, например, операцию ЭКО. У вас появится надежда наконец-то стать родителями. Также карта показывает, если, вот как я говорила, да, разлучили вас, может быть, кто-то приедет или вы поедете, но все-таки здесь препятствия на пути. Ну, хотя бы какие-то новости хорошие получите от своего любимого человека. Вот для тех, кто в поиске, да, два рыцаря, но такие разные. Дайте я вон тут посмотрю. Конечно, карта говорит, для мужчин это завоевать любовный интерес. Вот, может быть, мужчины как раз и столкнутся с женщиной, которая закрыта. Тут вам нужно будет пробиться, достучаться до этого сердца. А женщины могут отвергать. Давайте одну карту посмотрим. Да, вот сидеть в своей этой крепости, вот башне, да, и отвергать всех претендентов. Закрыться вот в этой своей скорлупе и никого не подпускать. Так, я вам совет хочу посмотреть. Башня. Тут представляете, как повторяются карты, да? Рушить надо эту темницу-то. А для этого вам нужно будет одержать победу над собой. Ну, мужчинам придется тут, конечно, ломать вот эти вот башни, преграды. Угу. Десятка мечей. Заканчивается этот период одиночества. Но тут для женщин, тут карта говорит, вам нужно одержать победу над собой. Нужно просто довериться, что ну, не все такие плохие, если у вас были какие-то разрушения в прошлом. Ломайте эти башни, эти темницы, в которых вы себя посадили. Ну, смотрите, это опять же не для всех. Кто-то будет реально покорять какую-то даму. Для мужчин, например. Работа, карьера, бизнес. Ну, уже практически сказала. Тут или помощь от кого-то, или какое-то предложение по работе. Кто-то будет вкладываться, например, в свой бизнес. Кто-то, может быть, будет чему-то учиться. Для того, чтобы двигаться дальше по карьерному пути. Для тех, кто в поиске, да, карта говорит, или выходите на просторы интернета,
Или если кто-то планировал куда-то уезжать по работе, могут прийти какие-то новости. Вот у вас появится надежда, что вы сможете переехать. Но так как стоит еще гора и башня, скорее всего, даже если вы собираетесь уезжать по работе в другую страну, это, наверное, будет после Нового года, не сейчас. Если хотели показать себе меру, показывайте. По миру и по звезде вас ждет признание и успех. Финансы, я думаю, что тут траты вот на подготовку к празднику, на какие-то повседневные дела. Кто-то может закончить какое-то обучение, кто-то может стать, например, по работе какой-то проект и начать новый. Ну, получить, естественно, прибыль. То есть как бы карта показывает стабильную финансовую ситуацию. Ну, вот траты, может быть, на повседневные дела. В конце, ну, тут подарки. Тут вы будете дарить кому-то на Новый год подарки, вам кто-то подарит. Может быть, на работе какая-то премия или неожиданная выплата, повышение, может быть, зарплаты. Но по пажу, да, вот, может быть, как я говорила, помощь, да, может быть какая-то. Даже, знаете, тут еще по пажу, по работе могут быть какие-то подарки приятные от руководства, например. А совет предупреждения туз пентаклей. Ну, в первую очередь, карта говорит, сосредоточьтесь вот в эти 10 дней на материальном. Сами подготовьте подарки для других. Также получайте какие-то неожиданные подарки. Но это очень приятное. Но также карта советует воспользоваться шансом. Вот для тех, кто в поиске любви, карта говорит, не пропустите вот этот шанс стать счастливым или счастливой. Хорошо, давайте с вами получим совет от Веканского оракула Водолеи, 3-я декада декабря. Совет для вас. Кольцо. Ну, кольцо перевернутое сейчас. Обещания, данные чересчур поспешно, могут быть нарушены. Продвигайтесь вперед с осторожностью, оговаривайте время, необходимое вам для того, чтобы быть уверенным в данных вами обязательствах и сохраняйте свои отношения крепкими и здоровыми. Хорошо. Ну и давайте мы посмотрим, что нам скажет маятник. Я надеюсь, вы уже загадали желание, или у вас есть какая-то мечта. Так, Водолеи. Маятник, ответь, пожалуйста. Водолеи, исполнится ли их мечта или желание 3-ю декаду декабря? Да, желание ваше исполнится. Такой у нас с вами получился прогноз. Я поздравляю вас еще раз с наступающим Новым годом. Я желаю вам счастья, исполнения всех ваших желаний. Если вам понравилось, пишите комментарии, ставьте пальчик вверх. Всего вам хорошего. До свидания.